Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 12 января. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем сообщение, которое разрешено к публикации. По данным наших военных, в ходе боевых действий на севере сектора Газа пали 4 солдата армии обороны Израиля. Старший сержант Данила Дьяков, 21 год, Измайлия Адумим, 90-31 батальон бригады Нахаль. Оставил после себя родителей Александра и Наталью и сестер Алину и Мию. Сержант Яхав Маян, 19 лет, из Мадиина. Боец 931-го батальона бригады Нахаль. Сержант Элиав Астюкер, 19 лет, из Ашдода. Боец 931-го батальона бригады Нахаль. Прапорщик запаса Александр Федоренко, 37 лет, из Бат-Яма. Водитель инженерной техники из 79-го батальона. Оставил после себя вдову Ирину и детей Даниэля и Тома. Светлая память. По данным первоначального расследования ЦААля, солдаты пострадали от взрывного устройства, а также от огня террористов Хамас в Бейт-Хануне на севере Газы. Добавлю, что в этом инциденте еще 6 военнослужащих были доставлены в больницу. 2 находятся в критическом состоянии. Новости на Радио Мария. Далее к другим событиям. На выходе Шаббата вчера в Израиле снова прошли антиправительственные протесты. Полицейские задержали по меньшей мере 2 человек после того, как демонстранты проигнорировали приказы освободить дорогу и заявление стражи порядка о том, что акция протеста незаконна. Сотни демонстрантов, требующих заключения сделки об освобождении заложников, прошли вчера маршами по центру Иерусалима, к дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Полиция перенаправляла движение транспорта, пока протестующие блокировали проезжую часть. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что он приказал военным представить ему план, цитирую, «полного разгрома Хамас в секторе Газа», который будет реализован, если к моменту вступления в должность президента США Дональда Трампа в Белый дом с палестинской террористической группировкой не будет соглашения об освобождении заложников. И если сделка по освобождению заложников не будет реализована к моменту вступления президента Трампа в должность, Хамас в Газе должен быть полностью разгромлен, говорит Кац. Напомню, что ранее Трамп пригрозил, что Хамас ждет, цитирую, «ужасная расплата», если израильские заложники, которые удерживаются террористической группировкой, не будут освобождены до его вступления в должность 20 января. Главный же вопрос без ответа – остались ли живы израильские заложники. Главные новости Израиля. Тем временем офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу объявил о решении направить в Катар делегацию высокого уровня для объединения усилий по заключению соглашения о прекращении огня с террористической группировкой Хамас в секторе Газа. Решение было принято после того, как Нетаньягу провел оценку ситуации по продолжающимся переговорам о заложниках. На встрече к нему присоединились министр обороны Исраэль Кац и руководители служб безопасности, а также должностные лица из администрации Байдена и будущей администрации Дональда Трампа.
Ливанская армия заявила, что завершает переброску войск в западный сектор Южного Ливана после вывода израильских войск. Ливанские вооруженные силы сообщают о развертывании своих сил в приграничных городах и что работают над укреплением своих позиций в этом районе в координации с силами ООН и комитетом из 5 человек, контролирующим режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. Напомню, что силы ЦАЛЯ по-прежнему дислоцированы в некоторых районах Южного Ливана и должны вывести свои войска до конца месяца в соответствии с соглашением о прекращении огня. Новости на радио Нария. Депутат Кнессета Гади Айзенкот заявил, что начальник генштаба ЦАЛЯ Герци Алеви, цитирую, «должен уйти в отставку вместе с теми, кто играл какую-то роль 7 октября 2023 года, от командиров дивизий и их коллег до премьер-министра». Айзенкот говорит, что он проводит различия между теми, кто был избран, и теми, кто был назначен. Также продолжает, что нынешний военный начальник ЦАЛЯ Герци Алеви, цитирую, «не будет прощен за гигантский провал 7 октября». Об этом заявил депутат Кнессета Гади Айзенкот. Российская прокуратура объявила, что 4 человека были приговорены к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в антисемитских беспорядках в аэропорту Дагестана 29 октября 2023 года. Это самый суровый приговор в связи с нападением, в результате которого сотни антиизраильских демонстрантов штурмовали международный аэропорт Махачкалы после прибытия туда самолета из Тель-Авива. Российская прокуратура комментирует, что 3 человек еще по-прежнему находятся в розыске. Тогда видеокадры с беспорядков показали, что протестующие, в основном молодые люди, размахивали палестинскими флагами, ломали стеклянные двери и бегали по аэропорту, крича «Аллаху Акбар». Аэропорт закрыли на неделю после штурма. Никто из пассажиров не пострадал. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Радио Нария стало известно, что подана жалоба в полицию против сына юридического советника правительства Гали Барав Миары. Он обвиняется в краже керамического бронежилета у солдата в ходе своей службы в армии. Напомню, что в Израиль прибыл солдат, который проживал за границей. Там же он и купил дорогой керамический жилет. Позже бронежилет был украден сыном Гали Барав Миары. Кадры момента кражи ранее показал 14-й телеканал израильского телевидения. Камеры видеонаблюдения на месте четко зафиксировали, что сын юридического советника правительства Гали Барав Миары, офицер военной части, украл бронежилет. Главная военная прокуратура и сама юридический советник правительства Гали Барав Миара были в курсе этого инцидента, но не инициировали расследование. На комментарий о том, неужели в ЦАЛе не выдают бронежилеты, мы ответим, что все выдают. Но если военнослужащий хочет приобрести улучшенную версию чего-либо, он вправе это сделать. Во французском городе Безье были сняты плакаты с изображением верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаминеи, после того, как Тегеран назвал изображения, цитирую, «оскорбительными». Напомню, что в южном городе Безье на автобусах прошла кампания, призывающая к сортировке отходов с использованием портретом Али Хаминеи, президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Плакаты с лозунгом «Не забывайте сортировать мусор» вызвали резкое осуждение со стороны Министерства иностранных дел Ирана. МИД Ирана также призвал правительство Франции, цитирую, принять соответствующие меры для предотвращения повторения подобных провокационных действий. Это была цитата. Полиция округа Нэшер арестовала и запретила к эксплуатации 2 автомобиля, владельцы которых намеренно модифицировали выхлопную систему, чтобы она издавала как можно больше шума, рева во время работы двигателя. Жалобы на шум поступали от многих местных жителей. Некоторые рассказывали, что вначале думали, что это взрывы. Далее цитирую: «Спать было невозможно». Конец цитаты. Сотрудники полиции установили владельцев 2 модифицированных автомобилей. В ходе проверки технический инспектор обнаружил также неисправности, которые угрожают безопасности участников дорожного движения.
В Берлине полиция не допустила к полету израильскую пассажирку после ссоры с пилотом. Пассажирка пожаловалась на то, что самолет застрял на взлетной полосе в Германии на несколько часов из-за незапланированной остановки. Но несмотря на неоднократные заверения о том, что рейс вскоре снова вылетит в Прагу, этого не произошло. «Мы застряли там на 5 часов. Это был просто кошмар», – рассказывает пострадавшая. Когда пассажиры попросили еду и воду, бортпроводники сказали, что проверят, что есть, но ничего не предоставили. Во время задержки наземная команда заправила самолет и провела технические проверки, оставив дверь кабины пилотов открытой. Женщина подошла к двери пилотов и поговорила с пилотом, который, согласно сообщениям, был оскорблен ее отношением и тем, как она к нему обращалась. Пилот вызвал полицию. 3 полицейских вывели пассажирку из самолета. Пассажиры же пытались остановить стражей порядка и говорили им, что она пожилой человек, который ничего не сделал плохого против пилота. Но это их не остановило. Полицейские надели на женщину наручники. Бортпроводники объяснили остальным пассажирам, что полет не продолжится, пока женщина не покинет самолет. Через 2 часа, наконец, самолет вылетел в Прагу. Метапеллет из Хайфа украла у 77-летнего онкобольного пациента деньги. По подозрению следствия, сиделка воспользовалась тяжелым состоянием своего подопечного и присвоила себе огромную сумму. После получения жалобы в полицию было начато тайное расследование с использованием технологических средств. Расследованием было установлено, что подозреваемая скопировала данные кредитных карт своего подопечного и получила мошенническим путем крупные суммы денег. Также совершила покупки на сотни тысяч шекелей. Общий объем мошенничества оценивается в 300 тысяч шекелей. После сбора доказательств подозреваемая была арестована. В ее квартире в Хайфе был произведен обыск. По завершении допроса подозреваемую поместили под стражу. Вскоре против нее будет подано обвинительное заключение. Новости на радио Нария. Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте QR-код на своих экранах или же в поиске Telegram напишите «Радио Нария» латинскими буквами. Ссылку на наш телеграм-канал мы оставим и в первом закрепленном комментарии под этим видео. 80% зрителей видеоверсии наших новостей на YouTube-канале «Радио Нария» смотрят наш YouTube-канал без подписки. Подпишитесь уже сейчас, это поможет развитию нашей радиостанции. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или на палец вниз, если видео не понравилось. Не забудьте оставить свой комментарий. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в понедельник, 13 января, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.